Привет всем! Давайте-ка сегодня разберемся с одним из самых живучих мифов в мире диет с раздельным питанием. Эта идея, что определенные продукты ни в коем случае нельзя смешивать, она знакома очень многим. Но так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, что по этому поводу говорит наука о нашем теле, то есть сама физиология. И начнем, конечно же, с классики жанра – мясо с картошкой. Для кого-то это же просто любимое блюдо, а вот для сторонников раздельного питания это чуть ли не преступление против здоровья. Говорят, от такого сочетания и тяжесть, и вздутие, и вообще еда там чуть ли не гниет. Но так ли все просто? И действительно ли виновато именно сочетание? Итак, давайте для начала копнем в саму теорию. В чем ее суть? А правило-то простое – не смешивать. И согласитесь, на первый взгляд звучит ведь довольно логично, даже как-то интуитивно понятно. Вот смотрите, какие там основные постулаты. Белки с углеводами – не-ни. Фрукты строго натощак и в гордом одиночестве. И главный аргумент, конечно же, такой. Для белков, мол, нужна кислота, а для углеводов – щелочь. А если их смешать, то все, система ломается, пищеварение останавливается, и еда начинает бродить и гнить прямо внутри. Звучит жутковато, правда? И вот эта, казалось бы, такая стройная и простая теория, она действительно подкупает. Но давайте от лозунгов перейдем к фактам. Как же на самом деле все устроено в нашем пищеварительном тракте? А вот теперь начинается самое интересное. Наш организм — это не какой-то набор отдельных колбочек с разными жидкостями. Нет, это поразительно сложная, умная и, главное, единая система, где все работает как в швейцарские часы. Давайте просто сравним миф и реальность. Миф говорит, но не может тело одновременно создавать и кислоту, и щелочь. А реальность? А реальность в том, что оно именно так и делает, постоянно. Смотрите, желудок — это мощная кислотная среда, а сразу за ним, в кишечнике, среда уже щелочная. Организм не выбирает или-или, он мастерски использует и то, и другое, одно за другим, в идеальной последовательности. И вот вам ключевой момент. Наша поджелудочная железа, она же не ждет команды в духе «Так, сегодня на обед только белки, значит, готовим только протеазы». Нет, конечно. В ответ на абсолютно любую еду она выделяет целый коктейль ферментов и для белков, и для жиров, и для углеродов. Она всегда по умолчанию готова к смешанному обеду. И более того, нам ведь сама природа подсказывает ответ. Да просто посмотрите на самые обычные продукты. Зерно, орехи, семена, бобовые. В них уже все смешано. И белки, и жиры, и углеводы. И если бы наш организм не был на это рассчитан, мы бы просто физически не смогли их переварить. Он создан для сложной комплексной пищи. Так, хорошо, если физиология полностью опровергает теорию раздельного питания, то почему тогда так много людей реально чувствуют себя лучше, когда начинают разделять еду? И вот тут мы подходим к самому-самому главному. Это же главный парадокс, правда? Если наша система такая мощная и готова ко всему, почему она вдруг дает сбой? И почему такое простое, казалось бы, решение просто есть продукты по отдельности вдруг помогает? И ответ, он может вас удивить. Причина всех этих неприятных ощущений, тяжести, вздутия кроется вообще не в том, что мясо оказалось на одной тарелке с картошкой. И вот он, тот самый поворотный момент. Дело не в том, что мы едим, а в том, в каком состоянии находится сам организм, когда эта еда в него попадает. Так кто же эти настоящие виновники? Давайте посмотрим. Обезвоживание, из-за него желчь густеет, а ферменты просто спят. Перегруженная печень, она просто не справляется с жирами. Слабые ферменты из-за неправильного питания, у них не хватает сил переварить нормальную порцию еды. И вишенка на торте – низкий кислород в клетках, который создает ту самую кислую среду, идеальную для брожения. И вот в такой, скажем так, грязной внутренней среде любая еда, даже самая полезная, будет перевариваться с трудом. И что же получается? Что вся эта игра в «это с этим можно, а это нельзя» — просто отвлекающий маневр. Фокусироваться-то надо совсем на другом. Есть четкая иерархия того, что для нашего пищеварения действительно важно. И вот они, эти приоритеты. На первом месте гидратация, то есть достаточное количество чистой воды, которая активирует все процессы. Дальше здоровая печень, наша главная биохимическая лаборатория. Потом хорошая микрофлора, сильные ферменты. И, конечно, достаточное снабжение клеток кислородом. И вот когда эти 5 пунктов в порядке, вопрос о сочетании продуктов, он, знаете, просто отпадает за ненадобностью. В этом и есть вся суть. Здоровая система, она гибкая, она адаптивная. Когда фундамент прочный, организм без проблем справляется с любой адекватной пищевой нагрузкой в любых разумных комбинациях. Ну что ж, давайте подведем итог.
Какое же место во всей этой истории занимает раздельное питание? Что это такое на самом деле? Есть одна очень точная метафора. Раздельное питание — это костыль. Вот представьте, у человека перелом. Костыль помогает ему ходить. Он снижает нагрузку, верно? Но лечит ли костыль перелом? Нет. Точно так же и здесь. Разделяя еду, мы просто даем ослабленной пищеварительной системе передышку. Это помогает справиться с симптомами, но не решает корень проблемы — слабую печень или нехватку ферментов. И еще одна аналогия, которая, по-моему, все расставляет по местам. Если ваша внутренняя среда — это грязная кастрюля, а ваша пищеварительная сила — это слабый огонь, то какой суп в итоге получится? Да никакой, неважно, какие идеальные ингредиенты вы туда бросите. И это, пожалуй, главный вопрос, с которым стоит остаться после нашего разбора. Может быть, хватит уже перебирать ингредиенты и бояться что-то не так смешать? Может, пора просто взять и почистить кастрюлю? Восстановить основы, дать системе сил? Ведь именно в этом и заключается настоящий путь к здоровью и, что немаловажно, к полной свободе в питании.